Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И в этот прохладный сентябрьский вечер у меня есть замечательная новость. Но я вам ее не расскажу. Я вам ее покажу. А для этого мы сейчас сядем на мотоцикл и немного прокатимся. Honda сегодня целый день стояла, мокла под дождем. Но к вечеру погода наладилась, выглянуло солнышко. Гляньте, даже указатель нейтрали заработал. Он то выключается, то включается. Надо до него добраться и посмотреть, в чем там дело. Ох, как близко. Ну и ради интереса. Время отправления 17:40. Отъезжаю от дома. А время прибытия 17:43 в таком неспешном прогулочном режиме. А куда же мы с вами приехали? Все верно, мы приехали в гараж. У Хонды появился свой дом. Да, здесь пока пустовато. К сожалению, нет смотровой ямы. Но зато есть электричество. Вот такой сверхнадежный счетчик, который страшно трогать руками. Но я думаю, можно это поправить. Здесь есть какие-то шурупы. И есть место, куда их вкрутить. Надо будет починить. Лампы. Ага, очень ярко, очень светло. Трубки люминесцентные, тоже не самые экономные. Естественно, все это стоит заменить на светодиоды. Конечно, это ни о чем. Вот это максимально яркое. Ну, все работает. Есть кольцо, закрепленное на балке потолочной, выдерживает мой вес. Так что килограмм 100, думаю, можно на него подвесить. Бетонный пол, который сколько ни подметаю, он все сыпет. О, зеркало даже есть. А я сразу и не заметил. Ну вот, нам теперь будет где заниматься ремонтом Хонды, будет ей где зимовать. Ну а у меня теперь появится возможность в свободное время после работы или на выходных приезжать сюда и заниматься своим хобби, чинить мотоциклы и снимать об этом видео. Начнем прямо сегодня, но не с починки, а с уборки. Здесь предыдущий владелец оставил кое-что из шансового инструмента. 2 лопаты, щетка есть.
Тщательно обмел щеткой потолок, стены, погонял здесь всех пауков, ну и на полу прибрался, насколько это возможно. Пол действительно пылит, сколько ты его не подметай. Получилось у меня пол ведра цемента вместе с мусором, а поскольку мусорки пока нет, оставлю до следующего раза. Ну а попутно провел здесь полную инвентаризацию. Либо от владельца, либо от предыдущих арендаторов мне досталась лестница, по которой можно забраться на крышу гаража. Здесь несколько отверток, видавших виды, маленького размера. И несколько веревок поменьше, побольше, целый буксировочный трос, какая-то еще резинка. И даже спички европейские, синие. Вот, пожалуй, и все. Можно заезжать. Загнал мотоцикл, походил, посмотрел, подумал. Решил, что эстетичнее будет его развернуть. Заходишь и сразу видишь красивую картину. Гараж на самом деле большой. Сюда не только мотоцикл влезет, но и 2 мотоцикла. Или если мотоцикл выкатить, то можно загнать машину и даже с ней что-то делать. Широкий, 20 квадратных метров. Ну и как вы понимаете, гараж этот я не купил, не в собственность. Он арендный. И стоит эта аренда 380 злотых в месяц. Для ровного счета, скажем, $100. Недешево, да. Можете написать в комментариях, сколько стоит аренда гаража в вашем городе. Сравним. Так, зажигание выключил. Кран я никогда не закрывал. Пожалуй, все. Можем закрывать и отправляться домой. Естественно, в ближайшее время этот гараж будет обрастать мебелью, инструментом. Я хотел бы здесь установить какой-то стол или верстак. Обязательно тиски, возможно, какие-то стеллажи или полки для хранения запчастей. Но всему свое время. Все постепенно. Забираем ключи. И отправляюсь домой. Только сейчас заметил, какой я весь пыльный. Пока работал, вспотел, и пыль это на меня налипла. Но здесь недалеко. Можем ради интереса засечь время, сколько ж будет пешком. 18:37 я выхожу. Надо все-таки что-то придумать с этими полами. Красить их целиком, пожалуй, слишком расточительно. Какое-то напольное покрытие еще дороже. Только если найти старый линолеум, который кто-то выкинул, и из кусков собрать. И вот я думаю, а что если... Сейчас. Везде валяются эти самокаты, я хожу их поднимаю. Не знаю, надо, не надо. Но мне так приятнее, когда он не лежит, а стоит. Так вот, а что если взять строительную грунтовку, которую наносят на стены перед покраской, и пропитать ей пол? Может быть, станет лучше? А еще в гараже обязательно должен быть умывальник. Или хотя бы канистра с водой, литров на 10. В общем, как вы понимаете, с появлением гаража хлопот у меня только прибавилось. Но это такие приятные хлопоты. Нет, даже не приятные, а увлекательные. А я тем временем уже дошел. Давайте глянем на часы. Было 37, стало 56. 19 минут пешком, неспешным таким прогулочным шагом. Освободилось у нас место, где Honda стояла. Пятен масла нет, остались только мокрые пятна, куда с Honды стекала вода. Осень, дожди.
На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока. Наступает ночь и просыпается мафия. А я тут по наводке своего друга Михала приехал на одну знакомую мусорку. Чего здесь только не найдешь. Пойдемте глянем. Очень часто старую мебель во время ремонта просто выбрасывают. Гляньте, какие полотна от шкафа-купе. С роликами, со стеклом, со всеми делами. Правда, уже намокло. И не знаю, насколько хороший из этого выйдет стол. Слишком это мягкое. Но выбрать здесь определенно есть что. Что-то погрузил в салон, что-то привязал на крышу, и сейчас не спеша, с черепашьей скоростью направляюсь в гараж. Довезу, разгружу и все вам обязательно покажу. Всего один день, как у меня есть гараж, а он уже заметно преобразился. Итак, наш улов. Во-первых, это столешница около 1,5 метров длиной и сантиметров 60-70 в ширину, очень толстая, тяжелая и прочная. Также взял несколько деталей стола, сделаю из них перегородки и перемычки, а вот это будут боковины и по совместительству ноги. Две симметричные детали, на них сверху ляжет столешница. Фактически стол для работы у меня уже есть. Ну и не удержался, забрал двери от шкафа-купе. Они с одной стороны с такими декоративными стеклянными элементами. Но, думаю, стекло в гараже это лишнее. Этой стороной установлю вот так к стенам. И на них можно будет крепить какие-то полки, смело вкручивать шурупы, ключи гаечные вешать, все что угодно. Поскольку стены не хотелось бы портить лишними дырками, а вот с этим можно работать. Ну и да, у меня появилось ведро для мусора. О! Чуть не забыл. Нашел классную подушку. Пленке, внутри поролон, мягенькая. Долго думал, брать или не брать, а потом решил вот работать с мотоциклом. Постелил на пол, оперся коленями и работаешь себе. Удобно, комфортно, сухо и тепло. В общем, взял. И вот теперь действительно все. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.